Здравствуйте, в этом видео я расскажу про Bookmarklet для YouTube, с помощью которого можно проанализировать популярные видео у конкурентов либо в своем YouTube канале. Ссылочку на Bookmarklet я приложу к описанию. Непосредственно на самой странице, где размещен Bookmarklet, его нужно будет перенести с помощью мыши в нужное место, в какую-то вкладку, созданную у вас, и потом запускать по нажатию клика. То есть перейдем, например, YouTube канал, в разделе видео. Здесь будет представлены либо популярные, либо недавно добавленные, либо просто вот как у меня вот указано. Здесь прокручивайте до самого конца, если много видео, либо если это недавнее видео, прокручивайте обычно за последние полгода-год. Там смотрите, где написано год назад. То есть можно уже остановиться. То есть рекомендую анализировать либо за последний год видео конкурентов, либо из наиболее популярных, там больше 1000 просмотров, например. То есть темы, которые позволят вам собрать трафик просмотры видео в YouTube. Соответственно, мы запускаем Bookmarklet, нажимаем кнопочку. Данные по видео будут скопированы в буфер обмена, и вы можете вставить в Excel. Перейдя в Excel, нужно будет столбец E сделать текстом, потому что там будут данные по размеру видео, там минуты, часы, секунды, и могут не отображаться некорректно, и у вас может быть неправильно, вы можете неправильно сформулировать, что подумать, что там час, а на самом деле минута, то есть некорректная информация будет. Поэтому делайте текстовым полем, и вот у вас будет корректное отображение времени. Здесь получается при копировании названия видео, URL, ссылка на само видео, количество просмотров на данный момент копирования, время жизни в часах, видеочасах. То есть сколько примерно часов существует видео с момента публикации. И соответственно мы можем посчитать примерное количество просмотров видео в час и тем самым найти те видео, которые имеют более одного просмотра в час. То есть тренды YouTube, так называемые. То есть можно узнать длительность видео, какая в среднем нужна, если вы выбрали какую-то тему, сколько нужно будет записывать примерно. Время, длительность видео, он тоже влияет на продвижение. Тут же можно сортировать по бывающей, то есть какие-то темы отсортировать, найти более популярные. То есть тут такой вот небольшой сервис написал, который позволяет анализировать данные по YouTube. То есть идея в чем, чтобы если у вас несколько есть конкурентов каналов, вы можете все данные сагрегировать, скопировать в одну табличку, все это отсортировать и понять, какие темы сейчас стоит снимать, на что делать упор, какие-то идеи в создании контента будут. Ну вот, в общем, такой вот сервис. Все ссылки дам в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте комментарии, вопросы, если они есть. Спасибо, до свидания.